Всем привет! Сегодня я буду заниматься своими хризантемками. Это те, что в грунте. И у меня еще есть хризантемы, которые в горшочках. И вот именно те, что в горшочках, ими я буду заниматься, готовить их к зиме. За вот эти хризантемы, которые в грунте, хочу рассказать вам. Я их посадила, пришли мне отростки где-то в середине июня. Я их посадила почти в конце июня. Я их посадила в грунт и думала, что они у меня даже не расцветут. Решила я их пересадить в открытый грунт. Получила я свои хризантемки в не очень хорошем виде. Сейчас вставлю видео и покажу вам, какие я их получила. Такие малюсенькие. Ну, живенькие, смотрите. Манюсенькие, но не повявшие. От момента укоренения до цветения должно пройти 120 дней. Ну вот я не знаю, сейчас начало июля, и я не знаю, получится у меня в этом году увидеть цветы у этих хризантем. Хотя бы один или два. В общем, я рассчитывала на лучшие черенки. Продавец меня подвел. Такие они манюсенькие были, все. Ну, в этом году получились небольшие шапочки, но успели расцвести, успели показать свою окрасочку. Вот такая красота. Эти еще хризантемки у меня побудут в грунте до морозов. Потом я их буду пересаживать в горшок, обрезать. И они у меня будут зимовать в прохладном месте. А сейчас пойдем заниматься хризантемами, которые были в горшках. И вот хризантемы, которые у меня в ведрах, в горшках, я их уже занесла в беседку, потому что начались сильные дожди, и позаливала грунт. Уже отцвели, это ранние хризантемы. Вот такая была желтая шапочка, обалденный был цвет хризантемы. Сейчас уже после дождей они мгновенно пересохли. И чтобы сильно не размокал грунт, потому что хризантемы не любят сильно большую влажность, я их занесла сюда в беседку. И сейчас я их буду обрезать и оставлять в холодном месте. Это еще совсем зелененько, но цветов уже тоже нет. Хотя цветы были очень красивые, такие розово-белые. Чисто розовая хризантема. Это бордовая. Вот тоже такие красивые были цветочки. Вот. И это оранжевая. Вот. Ну, сейчас уже их не видно, они уже посохли. Сейчас я их буду обрезать и покажу вам, как я это делаю. Начну с самого маленького горшочка. Это 3-литровый горшочек у меня был, но шапка огромная, смотрите, какая большая шапка. И обрезаю примерно где-то до 15 сантиметров, не больше. Наша собака играется, а соседскому тоже хочется поиграться через забор. Вот эти все обрезанные цветы, их можно не выбрасывать, они пойдут в компост. Очень хороший компост. Кто оставляет... Ну, брысь отсюда. Кто оставляет на зиму цветы, не выкапывая из грунта, вот этой шапочкой, обрезанной шапочкой, можно прикрывать. Цветы обрезали, которые в грунте, и ими прикрыли. Это будет прекрасное укрытие на зиму, чтобы растение в грунте не перемерзло. Многие обрезают почти под корень, вот на таком расстоянии. Ну, наверное, сантиметров 5. Я обрежу лучше больше, а весной получу больше отростков. Хризантему можно размножать уже сейчас осенью, а можно размножать отростками весной. Ну, я сейчас не буду на зиму брать отростки, потому что, негде мне ставить. У меня нет теплицы. В доме уже, там, где у меня цветы, выделено место для цветов, стоят много цветов, которые занесла в дом после лета, и для отростков совсем нет места, поэтому все цветы, хризантемки, импомейку я буду размножать весной. Это хризантемка, которую мы обрезали, Бранкин Сани, ярко-желтая. Это хризантема у меня Бранфонтейн White.
Я ее также обрезаю. И сейчас на примере этой хризантемки, так как она еще зеленые листики, хочу показать вам, какими отростками можно размножать хризантемку. У меня 2 отросточка. Такие череночки уже можно высаживать в грунт для укоренения и для дальнейшего разведения. Но черенку рознь. Вот этот черенок, он уже не годится для черенкования. Почему? Потому что стебель у него уже одревесневевший. Вот он ломается. Вот так. Стебель, который одревесневел, этот на черенки не годится, потому что корни он уже не пустит. Для черенкования нужно брать стебелечек, который гнется. Вот так гнется он, который не одревесневевший. Вот тогда этот череночек, вот такой череночек, высаживаем в грунт, он дает корешочки, из пазух идут новые листики и начинает расти. Почему многие черенкуют хризантему осенью? Потому что за зиму кусты нарастут, уже вот эти череночки, которые сейчас взяты, они нарастут и будут уже кустики таких приличных размеров. В мае уже высаживаешь не единичным стебельком, а уже полноценным кустиком. Но это черенкуют те, у кого есть место для выращивания. То есть в теплице или в помещении, но чтобы было много места. Вот сейчас вам еще покажу. Вот смотрите, целая ветка. И с этой веточки уже можно нарезать череночки. Вот так, допустим, отрезаем цветок обязательно. И вот такой череночек, он еще гнется, он еще мягкий. Вот такой мягкий череночек уже можно высаживать в грунт, оставлять пару листочков, высаживать в грунт, и он будет давать корешочки. Хранить я их буду в летней кухне. Там у нас минусовых температур не бывает. Прохладная кухня очень. Там, ну, наверное, градусов 5 зимой. Но минусовых температур не бывает. Я оставляю стебельки такие не сильно короткие. Только лишь для того, чтобы весной снять с них отростки. Потому что я хочу развести как можно больше хризантем. Мне эти цветы очень и очень нравятся. Я хочу их посадить и у себя дома, и на даче. Ну и возможно что-то пойдет на продажу. Но это все будет только весной. Хранить я их буду, я уже вам сказала, в летней кухне. Не в подвале. Многие хранят в подвале. Но многие жалуются, что после зимы растение пропадает. Достают из подвала, и новых отростков у растения нет, и оно пропало. Пропадает только из-за того, что в подвале большая сырость. Хранить хризантему в подвале можно только в том случае, если подвал холодный и сухой. Вот тогда хризантема себя прекрасно будет чувствовать и прекрасно перезимует. Если только подвал с большой влажностью, это все. Для хризантемы это опасно тем, что она сгниет. Сгниет корень, и хризантема пропадет. Сейчас вам расскажу по черенкованию. Вот нарезали вы молоденьких череночков. Череночки должны быть очень молоденькие. Веточки должны гнуться. Не должны быть одревесневевшие. И желательно, чтобы на вот этих молодых веточках выделялся сок. Он такой молочненький такой сок, беленький. Вот эта веточка с соком, и это самая лучшая веточка для черенкования. Грунт для черенкования можно брать любой, можно брать свою садовую землю. Хризантемы, они неприхотливы к грунту. Но прежде чем свою садовую землю сажать черенок,
землю, грунт свой садовый нужно обработать. Можно обработать с аспарином, чтобы убрать всякие бактерии. Можно садить в купленный грунт, магазинный. Они уже, эти грунты обработаны, поэтому там уже нет. Стерильные грунты обработаны. Значит, нарезали вы череночков, посадили в землю. Можно даже не прикрывать их, как вот на розах, ну, на всех остальных череночках. И температура укоренения должна быть до 25 градусов. Самое оптимальное 20-22 градуса. Яркий солнечный свет. У кого есть подсветки, это будет очень хорошо. Ну, хризантемы очень любят свет. И в течение 2 недель они уже укоренятся, и позже их можно будет пересаживать в большую емкость. Высаживать можно в 100-граммовые рюмочки, или даже можно высаживать их в кассеты для рассады, а потом пересаживать уже, когда они укоренятся, уже пересаживать, ну, по большей емкости. Но помните, очень много света и тепло. После пересадки уже их можно выносить в более прохладное, и когда они укоренятся, и вы пересадите в большую емкость, их можно переносить уже в более прохладное место, и они будут расти у вас до весны. Так, это у нас была хризантема Бранский плум. И еще по череночкам скажу. Вот вы вырастили их, пересадили в большую емкость. И, конечно же, в течение зимы нужно будет подкармливать хотя бы 1 раз в месяц. Ну, можно универсальным удобрением, в котором больше азота, для того, чтобы нарастала зеленая масса. Можно подкармливать кальциевой селитрой, суперфосфатом, для того, чтобы было большее образование корней. Это очень суперфосфат, очень хорош для нарастания корней. Вот так я обрезала их и занесла уже на хранение в летнюю кухню. Они у меня будут стоять вместе с яблоками. Значит, что нужно для правильного хранения? Прохладное, темное помещение без сырости. Но в течение зимы, пока они будут храниться, хризантемки, нужно следить за тем, чтобы почва под ними не пересыхала. Значит, сильную влажность они не любят. Пришли раз в месяц, попробовали почву, сильно сухая, налили немножко воды, самую капельку, для того, чтобы грунт немножко напитался влагой. Но ни в коем случае не переливать, потому что корни, выпреют корни, и хризантема пропадет. В течение зимы следить, чтобы грунт был влажненький, слегка влажный. Вот сейчас только увидела, смотрите, из корня пошел новый отросточек. Вот этот молодой отросточек, это самое то для черенкования. Манюсенький, молоденький, еще с млечным соком. Вот такой отросточек вообще идеален для черенкования. В общих чертах я вам все рассказала. Главные условия рассказала. Прохладное, темное помещение без сырости. Раз в месяц хотя бы немножко проливать водичкой, чтобы не пересыхал грунт. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.